Маленький рай, затерянный в водах Атлантики. Вечно зеленые острова, острова вулканов и мягкого, но дождливого климата. Луга и леса, кратеры и города, озера и океан. Мы на Азорах. И посмотрим, действительно ли местные вулканы являются самой красивой достопримечательностью острова. Посетим два знаковых вулкана и начнем с того, который проявляет свою активность. Мы приехали к самому активному и опасному вулкану на острове – Фурнаш. На первый взгляд, это идиллическое место. Красивое озеро, окруженное не менее красивыми горами. Тихая деревня со спокойными, размеренными жителями. И все бы ничего, если бы деревня в 2000 человек не находилась бы в кальдере вулкана, а озеро было бы его жерлом. На берегу озера есть активные фумаролы и грязевые бассейны, которые своим видом напоминают, что вулкан еще не потух, активно дышит и ждет момент, чтобы снести все постройки местных жителей. Пахнет здесь, конечно, не как на Мутновском на Камчатке, но серный запах прям сильно присутствует. Как говорится, зачем добру пропадать? Люди здесь живут на большой плите, поэтому счета за газ можно не платить, а готовить еду прямо в гейзерах. И я вот думаю, зачем здесь живут люди? Они совсем обезумели? Если вкратце, то да. Когда здесь жили люди, они не задумывались о каких-то извержениях. Но в 1630 году оно произошло. Погибло 200 человек, деревня опустела. Но жадность подтолкнула людей вернуться. Извержения хорошо удобряют почву, и здесь стала замечательная земля для сельского хозяйства. И вот уже почти 400 лет люди живут в кальдере вулкана и выращивают свои продукты. Видимо, до следующего извержения. Но больше всего тут поразило другое. Вроде уже ничто не может переплюнуть такую красоту природы. Но португальцы здесь разбили парки. И они действительно великолепны. Если когда-нибудь будете заводить кроликов, то знайте, какой у них должен быть загончик. Не хуже, чем вот такой. Обязательно нужно добавить коряги, домик, мох, дерево, камушки. Короче, у них хорошие такие 2 сотки. И да, если ваша банька выглядит не так, даже не приглашайте меня. Поразительно, как деликатно португальцы поработали с природой. Они лишь добавили детали, и получился замечательный парк. А вот посмотрите, какие классные мусорки. Я сначала думал, что это пенек, но экологично, экологично. Какие приятные места для отдыха. Попался какой-то заброшенный дом среди туманного леса. Прям как в фильме ужасов. Герой знает, что в лесу нельзя заходить за брошки, но все равно заходит внутрь. Кто-то уже зашел вперед героя. Опасность близка. И главным злодеем оказалась Аня. А вообще прикольный аттракцион, конечно. Какой-то старый жилой дом заброшен в густом, скажем так, полутропическом лесу, и из него сделали достопримечательность. И не закрыли, как в некоторых странах, а спокойно ходишь, изучаешь, а он весь в плесени, красивый. Такие ржавые гвозди и гнилая балка. Ну, хорошо, что она ничего не держит. А вот тут, скорее всего, вечерами сидели у камина и грелись, отдыхали, пили вино, радовались жизни. А тут у нас отмечают День ВДВ, по всей видимости. На самом деле это термальный бассейн. Куда же без них? Люди требуют купаться и молодеть. А вокруг все такая же необыкновенная красота. Необычно то, что это все не трава.
Это мох. И он тут везде вместо травы. Я считаю, что всему миру нужно учиться у португальцев делать парки. А мы движемся дальше к визитной карточке острова. Но начнем свой путь не с самого известного места. Мы, видимо, в сердце какого-то облака, а сегодня должен был быть день с кучей видов. Видимо, их не будет, но надеюсь, что они разойдутся. Здесь зачарованное какое-то место. И приятно, что озера в тумане и окружены лесом. Это придает ему какую-то необычную атмосферу. С одной стороны, конечно, жалко, что мы не сможем увидеть озера вдали, с видами красивыми, но с другой стороны, мы их можем почувствовать вблизи. Не знаю, видно ли на камере, но облака, которые наверху деревьев, они вот так вот летят и потом спадают вниз к озеру. Очень красиво выглядит. Таких лесных зон на Азорах осталось не очень много. Хотя, как мне кажется, прелесть островов как раз в переплетении лесов, полей, лугов, озер. До прихода на острова человека леса покрывали практически всю территорию островов. Но строительство домов и благоприятная вулканическая почва привели к тому, что практически все леса на Азорах были вырублены, а территории стали плантациями либо пастбищами. А теперь держим путь к самому известному месту острова, которое, я боюсь, с таким туманом мы совершенно не увидим. Но, надеюсь, по пути увидим что-нибудь красивое, что и покажу. Низги не видно. Очень красивое кратерное озеро. Вокруг окруженное лесом и отвесным склоном. Лучшего места для солнечной батареи найти было нельзя. Мы пришли к конечной цели, и перед нами открылась великолепнейшая смотровая площадка. Облака, которые до этого только давали по плюс 10 баллов каждому месту, в этом месте испортили самый красивый вид. Мы прождали почти час при порывистом ветре. Облака никуда не собирались уходить. Отчаявшись, мы уже пошли дальше. И на середине пути природа сжалилась. Буквально за 5 минут все облака куда-то исчезли, и перед нами открылся великолепнейший вид. А мы идем дальше. И если снова не появятся тучи, то, возможно, сможем увидеть еще очередные красивые виды. А вот это на самом деле два разных озера. Просто у них очень близко находится перемычка между ними. И они тоже расположены в кальдере вулканов. Люди на Азорах любят жить на вулкане. Мы добрались до перемычки между двумя озерами. Слева от меня зеленое озеро, справа голубое. И на самом деле они только кажутся такими прекрасными. На самом деле человек на протяжении многих веков загрязнял эти озера. Сюда попадали фосфаты и удобрения с полей, а в ближайшей деревне долгое время канализацией служило именно озеро. Сейчас особенно загрязнено голубое озеро. Пить из него категорически нельзя. Купаться разрешают, но предупреждают, что тут цветут цианобактерии, которые могут быть опасны для здоровья человека. Наверное, возникают вопросы. Это ведь острова, а где океан? А океан тут, конечно же, великолепен, и скоро мы его увидим в новом выпуске. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить его.
Если вам понравился выпуск, ставьте лайк, это поможет снимать дальше. До скорой встречи!